Доброго времени суток! Вы на канале Амигурумка. Меня зовут Ирина. Сегодня я хочу с вами поделиться мастер-классом на вот такую обезьянку. Болтушку для обнимашек, для малышей вполне подходит. Потому что глазки у нас на безопасном креплении, ничего не отвалится, все пришито. Все хорошо держится, можно ее использовать по-разному и растягивать. Кому интересно, смотрим, присоединяемся и вяжем такую обезьянку. Что нам понадобится для создания такой обезьянки? Во-первых, обезьянка вяжется крючком и спицами. Все коричневые детали я вязала спицами, потому что пряжа, вы видите, какая, поберечь глаза очень трудно вязать крючком. Ничего не видно, поэтому все связано спицами. Кроме вот таких деталек, вот ручки, все крючком. Что нам понадобится? Белой пряжи немножко. Вот такой пряжи детская новинка 89 фрез цвет. Белая пряжа тоже детская новинка. И для носика вот такая пряжа капучино 187 цвет, тоже детская новинка. Метраж, кому интересно, вот метраж 200 метров в 50 граммах. Это у нас для маленьких деталек. И основная пряжа коричневая. Это вот такая пряжа Кузя Голубочкин. Метраж у нее 50 грамм в 95 метрах. Пряжа очень толстая. Очень-очень толстая. Поэтому я эту пряжу разделила на 3 части. Она легко делится. Сматываются маленькие клубочки. И уже вяжем как бы в одну ниточку. В 3 очень толсто. Для обезьянки понадобится 1 моточек пряжи. А еще останется. Поэтому расход небольшой. Также нам понадобится крючок подходящего размера под вашу пряжу. У меня это 2 миллиметра для пехорки. Глаза на безопасном креплении. У меня 14 миллиметров. Можно взять чуть-чуть поменьше, 12. Но мне нравится такой пучеглазик. Это уже на свое усмотрение. Также нам понадобятся спицы чулочные, носочные. Спицы 4 миллиметра. Спицами 4 миллиметра я вяжу вот эти детали, ручки, ножки. Также можно связать хвостик. Хвостик я сейчас попозже. Почему вяжу только эти детали 4? Чтобы они были более-менее мягкими, не такими плотно связанными, как тело. Тело я вязала 2 спицами номер 2, для того, чтобы оно было поплотнее, чтобы набивка не просвечивалась. Вязала очень туго, потому что если вязать слабо, при набивке очень сильно растягивается детали, будет все просвечиваться. Так ничего не просвечивается. Набивала я не в камень, все мягенько. А вот шею я набивала намного плотнее, чтобы держалась голова. Понятно, со временем она растянется, будет заваливаться, но от этого игрушка не будет хуже. Только, наверное, интереснее. Вот так. В принципе, если
нету спиц, да, двойки или четверки, то можно на одних спицах все связать. Только будет поуже будут ножки. Но можно вязать послабее. Намного слабее, потому что вот эти детали, ручки, ножки, хвостик, они не набиваются. Набивается только тело. Так же само можно вязать все четверкой, если нету двойки. Только тело вязать очень-очень туго. Так как вот, эти детали уже послабее. Ну, по материалам все. Ну, естественно, наполнитель обязательно. И приступим к вязанию. Вязать спицами я не буду. Ну, в мастер-классе. Потому как и так все понятно. Кто вяжет спицами, кто не вяжет спицами, не умеет. Мастер-класс не подойдет, наверное. Потому что я не буду ничего показывать. Я только расскажу, как и что я делаю. Поэтому лучше будет на каких-нибудь игрушках потренироваться, и потом уже вы легко свяжете эту. Потому что здесь ничего такого сложного нету. Все просто. Начнем вязать с тела. Тело вяжется спицами. Опять напоминаю. Номер 2. Очень-очень туго. Вяжется. Начинается вязание с макушки, с головы. Идем вниз. Здесь у нас прибавки, здесь у нас убавки, здесь шея. И вот, когда я уже связала шею, я набиваю хорошо голову. Ну, придаю ей форму. Все. И где-то на половине тела я хорошо набиваю шею. Очень хорошо, чтобы все держалось. Ну и тут уже вяжем, вяжем, вяжем. Потом все убавляем. И у нас тело готово. Как я вяжу? Я вяжу на 3 спицах. Ну, на 3, и 4 как бы вспомогательная, да, такая. Первый ряд, который вот мы только набираем петли, я его не считаю. Я считаю 2 ряд. Вот мы набрали петли, развернули вязание, провязали, и вот это у нас 1 ряд. Потом я распределяю петли на 3 спицы и вяжу дальше. Вяжу, и лучше использовать маркер. Например, белую ниточку, чтобы было видно, потому что по первости я терялась. Где начало ряда, сколько я провязала. Как бы непонятно, так как когда вяжем такими обычными ниточками, да, даже спицами, и то видно, где начало ряда. А здесь ничего не видно. И вот так на 3 спицах и 4 вспомогательной мы вяжем всю тушку. Как бы кто со спицами дружит, кто хотя бы вязал носки, тот с легкостью совсем справится. Кому удобно, можно и на 4 спицы распределить вязание, но когда уже будет побольше петель, потому что вначале неудобно, очень мало петелек, поэтому я всегда вяжу на 3 спицах. И вяжем по описанию наши тельце. Набиваем, придаем форму. Сильно не набивайте, потому что очень все разбухнет, будет толсто. Если набивать прям как вот вязаные игрушки крючком, там есть предел, да, больше не растянется как бы. А здесь вязка спицами, уж, конечно, можно набивать, набивать, набивать и набивать. Поэтому придали форму и связали тело. Вяжем мордочку, набираем, да, телесным цветом также. Набираем 7 воздушных петель. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Со 2 петли от крючка провязываем 5 столбиков. 1, 2,
3, 4, 5. И в последнюю петлю провязываем 3 столбика. 1, 2, 3. Затянули. По оставшимся полупетлям провязываем 4 столбика и захватываем ниточку. 1, 2, 3, 4. И в последнюю полупетелечку провязываем прибавку. Вот такой овал у нас получается. В ряду 14 столбиков. Ставим маркер. Вяжем второй ряд. Провязываем прибавку. Четыре столбика. 1, 2, 3, 4. Прибавка. 1. Прибавка 2. И прибавка 3. 4 столбика. 1, 2, 3, 4 и 2 прибавки. Так, второй ряд есть. В ряду у нас 20 столбиков. Третий ряд. 1 столбик, прибавка, 4 столбика, 1 столбик, прибавка 3 раза, 1, 2, 3, 4 столбика, 2, 3, 4, 1 столбик, прибавка 2 раза, 1, 2. В третьем ряду у нас получается 26 столбиков. Ну, я думаю, принцип вам понятен. Дальше вяжем по описанию. И встретимся в 10 ряду. Так, вот мы провязали 9 рядов. Сейчас будем вязать 10 ряд. В 10 ряду мы будем делать убавки. Провязываем 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. Убавка. Дальше вяжем 4 столбика. 1, 2, 3, 4. Снова 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. Вот эти 5 убавка мы делаем 3 раза. 5 столбиков убавка. 1, 3. 5 столбиков убавка провязали 3 раза. Теперь 4 столбика.
1, 2, 3, 4. И снова 5 столбиков убавка 2 раза. 3, 4, 5. Убавка. Так, убавка. Теперь соединительный столбик. Ниточку закрепляем и обрезаем, оставляя конец для пришивания. Вот такая мордочка у нас получилась. При пришивании мы ее немножко набьем. Так, будем пришивать мордочку. Наполнитель. Мордочку пришиваем вот шея, и сюда прям к шее так вниз опускаем пониже, равняем, чтобы ровно все было. Надо закрепить. Я пока немножко набила, потому что наполнитель лезет со всех щелей. Потом при пришивании буду донабивать. Главное ровненько ее пришить. Но я думаю, ровно, нормально. Все фиксируем. И пришиваем. Вот так. Так, вот мордочка пришита. Я взяла иголочку подлиннее. Будем делать утяжку. Вот тут. Как будто она у нас будет улыбаться. Так, вот круг первый, да, ряд. И от этого ряда, ну, отступим 2 ряда вот так в сторону, чуть-чуть ниже ряда, на уровне как бы второго. Закрепим ниточку где-нибудь. Так. Ну, сделаем сквозную утяжку. Так. Примерно смотрим, чтобы туда же воткнуть. Обратно выводим. Так сильно не затягиваем. Ну и примерно, не знаю, как показать, рассказать. Вот середина у нас, да, мордочки.
Ну и примерно два столбика или полтора в сторону. Сюда будет. Вот так. Делаем утяжечку. Такую ухмылку. Ну и закрепляем ниточку. Больше я не буду тыркать. И одного раза хватит. Закрепляю здесь. Здесь у нас потом все закроется. Видно не будет. То, что мы здесь чего-то закрепляли. Вот так. Ниточку обрезали. И готово. Вяжем животик. 2 воздушные петли. И в одну петельку провязываем 6 столбиков. 2, 3, 4, 5, 6. Затянули. Второй ряд 6 прибавок по кругу. В ряду получается 12 столбиков. Третий ряд 1 столбик прибавка. Повторяем 6 раз. Ну вот, вяжем круг, и в дальнейшем, по желанию, да, мы смещаем прибавки. Можно не смещать. Как бы все по желанию, но тогда будет клинья. И вяжем по описанию, которое вы видите. И такой кружочек у нас будет. Это будет наша пузико. Так, вот связали. Теперь делаем соединительный столбик, ниточку закрепляем, обрезаем, оставляя длинный конец для пришивания. Вот такое пузико готово. Так, теперь пришиваем пузико. Равняем по мордочке. Крепим. Вот так. Не в самом, тут у нас вот край. Ну, где-то почти сантиметр, да? Так. И пришиваем. Так, все. Животик пришит. Я снова взяла длинную ниточку. Ой, длинную иголку. И сейчас сделаем утяжку пупочка. Закрепляем. Выводим. Что это тут торчит? Что-то. Так, выводим назад. Ищем, где вывели. И снова чуть пониже.
такого не должно быть. Поэтому равняем, если тут затягивается. Так, выведу вниз. И тут крепим. Ну, вот так немножко вытянули. Такой животик. Ниточку можно еще раз где-нибудь закрепить, чтобы наверняка. Прячем. Вот так. Вяжем глаза белой нитью. Набираю 2 воздушные петли, кто кольцо амигуруми, и провязываю 6 столбиков в одну петельку. 2, 3, 4, 5, 6. Отверстие не затягиваем, мы туда будем вставлять глаз. Так, первый ряд готов, у нас 6 столбиков. Во втором ряду провязываем 6 прибавок, 1, 2, 3, 6. В ряду получается 12 столбиков. Третий ряд. Провязываем 1 столбик прибавка, повторяем 6 раз. 1 столбик, прибавка. 1 столбик, прибавка. Прибавка. В ряду получается 18 столбиков. Четвертый ряд. Провязываем 2 столбика, прибавка, 2, прибавка. И так повторяем 6 раз. 2 столбика, прибавка. В ряду получается 24 столбика. Пятый ряд вяжем без изменений. 24 столбика в ряду. Провязали пятый ряд, и теперь будем крепить глазик. Вставляем в отверстие. Конечно, если кольцо амигуруми, там попроще будет. Но я уже привыкла так постоянно делать. Вставляем глазик, закрепляем его, как всегда, да, плюшечкой такой. И продолжим вязание.
Так, вот все, глазик стоит, закрепленный. Теперь вяжем 6 и 7 ряд ровно без изменений по 24 столбика в ряду. Итого получается мы вяжем 2 ряда без изменений. Провязали 7 ряд, вяжем 8. В 8 ряду у нас 2 столбика убавка. Повторяем 6 раз. В ряду у нас должно получиться 18 столбиков. 9 ряд. Провязываем 1 столбик, убавка, повторяем 6 раз. В ряду должно получиться 12 столбиков. Так, провязали. Теперь набиваем. Набиваем глазик. Не в камень, но так, чтобы он держал форму. Ну вот будет нормально так. И теперь провязываем 6 убавок. Одна, вторая, третья, четвертая, пятая. И 6-ю я делать не буду, но как бы убавку, только соединительный столбик. И ниточку закрепляем, обрезаем, оставляя длинный конец для пришивания. Вот такой глазик у нас получается. Аналогичным способом вяжем 2. Вот такие глаза у нас готовы. И тут еще как первый глазик я вязала потуже, очень туго, чтобы он был немножко поменьше, а 2 чуть-чуть посвободней. И от этого есть вот, ну, зависит размер, да. И можно связать одинаковые, но мне нравится он такой. Получится у нас более мультяшный, чудной. Мне нравится. Потом при пришивании уже наладим, как у нас взгляд будет какой. Можно так, можно так. Ну все, глаза готовы. Так, сейчас мы с вами пришьем глаза. Примерно понадобятся нам булавочки. Примерно представить их, да, друг к другу и к мордочке. И смотрим, какое расположение нам больше нравится. Он будет смотреть ровно. Можно сделать. Ну, вряд ли так, конечно, но немножко задумчивый. Но мне больше вот такой вариант, наверное, нравится. Вот такой. Немножко кривовато. И смотрим, да, по мордочке, по животику. Примеряем. Булавочками крепим. И пришиваем глаза.
Кому как нравится. Как он будет смотреть, куда он будет смотреть. Он или она. Все, пришиваем глаза. Ну вот, что у меня получилось. Глаза пришила. Ниточку я крепила здесь. Мы ее потом запрячем носиком. Ее видно не будет. Ну вот немножко такой косой. Но мне уже нравится. Вяжем дальше. Вяжем нос. Цвет капучино. Такой коричневый. Если у вас есть темнее, берете потемнее. Будет прекрасно смотреться темненький носик. Но не черный. Так. Набираю 2 воздушные петли. Во вторую от крючка провязываем 6 столбиков без накида в одну петелечку. Провязали, берем маркер. Во втором ряду вяжем 6 прибавок. И у нас получится 12 столбиков в ряду. Третий ряд. Вяжем 1 столбик, прибавка. Повторяем 6 раз. Прибавка. 1 столбик. Прибавка. В ряду у нас получится 18 столбиков. Так, 4 и 5 ряд вяжем без изменений 18 столбиков в ряду. Выходит, вяжем 2 ряда ровно. Провязали 2 ряда, вяжем 6-й ряд, провязываем 1 столбик, убавка, повторяем так 6 раз. 1 столбик, убавка. В ряду у нас получится 12 столбиков. Связали ряд. Теперь набиваем носик. Не в камень, но достаточно плотненько, чтобы он держал форму. Еще немножко набью. Набили. И вяжем 7-й ряд. Провязываем 6 убавок. И у нас в ряду получится 6 столбиков. Провязали. Делаем соединительный столбик. Ниточку закрепляем. Обрезаем, оставляя конец для пришивания. Вот носик наш готов. Так, берем носик. Здесь отверстие не стягиваем. Пусть оно будет, его не будет видно, когда мы его пришьем. Берем наше тельце и примеряем, как у нас будет. Тут такое чувство, что мордочка кривая. Но на самом деле нормально, потому что этот глаз у меня просто он выше, поэтому так кажется. То меня немножко это смущает, но ладно. Так, глаз пришиваем прям под глаза. Ой, глаз, нос пришиваем прям под глаза. Вот здесь, где мы пришивали глазик,
мы немножко захватывали мордочку, ряд пришивной. И так же само носик, когда будем пришивать, мы более-менее туда как можно больше залазим и пришиваем, чтобы он был у нас под глазами. Крепим на булавке и пришиваем. Ну вот, носик пришит, как пучеглазик. Пришила прям туда его, сильнее к глазам. Ну, как-то так. Вяжем ушки телесным цветом. Набираем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. И со второй петли от крючка 1, 2 провязываем 3 столбика без накида. 1, 2, 3, 4 столбика в одну петельку последнюю из набранных воздушных петель. 1, 2, 3 и 4. Затянули. И по оставшимся полупетлям вяжем 3 столбика. 1, 2, 3. Я сразу прячу конец ниточки, чтобы потом его не прятать, не тратить на это время. Так, ушко мы вяжем поворотными рядами. Это первый ряд. В нем у нас 10 столбиков получилось. Делаем, я сюда ниточку так провожу. Делаем воздушную петлю подъема и поворачиваем вязание вот так. И теперь вяжем второй ряд. Провязываем 3 столбика. 1, 2, 3. Дальше 4 прибавки. 1, 2, 3 и 4. И дальше 3 столбика. 1, 2 и 3. Воздушная петля, поворот. Во втором ряду у нас получается 14 столбиков. Вяжем третий ряд. В третьем ряду провязываем 3 столбика. 1, 2, 3. Дальше 1 столбик, прибавка. Так чередуем 4 раза. 1 столбик, прибавка. 1 столбик, прибавка. 2, 1 столбик, прибавка. 3, 1 столбик, прибавка. 4. И заканчиваем ряд 3 столбиками. 1, 2,
3. Воздушная петля подъема, поворот. В третьем ряду у нас получается 18 столбиков. Вяжем 4 ряд. 3 столбика. 1, 2, 3. Теперь чередуем 2 столбика прибавка 4 раза. 2 столбика прибавка 1. И так еще делаем 3 раза. 2 столбика прибавка 4. И заканчиваем ряд 3 столбиками. 1, 2, 3. Воздушная петля подъема, поворот. Это у нас был 4 ряд в ряду 22 столбика. 5 ряд мы вяжем за передние полупетли. Вот у нас косичка идет. С этой стороны задняя полупетля, с этой стороны передняя полупетля. И вот мы вяжем за передние, начиная с первого столбика. И так провязываем 22 столбика. 1, 2, 3. И у нас остается вот полупетельки остаются. Ну и так вяжем до конца ряда. Провязали 5 ряд до конца. Делаем воздушную петлю, поворот. И вот как у нас хорошо видны эти полупетли, которые остались. Дальше 6 и 7 ряд вяжем без изменений 22 столбика в ряду. Уже за обе петельки вяжем, как обычно. По 22 столбика в ряду, без изменений. 2 ряда. Так, провязали 2 ряда. Воздушная петля, поворот. Вяжем 8 ряд. В 8 ряду мы будем вязать, захватывая петли оставшиеся вот так, и здесь вяжем так же само 22 столбика, только уже захватывая петли, полупетли. Вот первый столбик мне очень легко дается, но потом пойдет все хорошо. 2, захватили петелечку и просунули сюда в этот ряд, ну как всегда вяжем столбик, и провязали столбик, полупетля в ряд, столбик, полупетля, ряд, столбик. И так до конца ряда. В ряду у нас получится 22 столбика. Провязали, делаем воздушную петлю, поворот. Вот такой у нас загиб, непонятная штучка такая получается. И теперь все же у нас загнулось, да, но ряд у нас вот здесь. Не теряем его. И по этому ряду мы вяжем 3 столбика. 1, 2, 3. Отгибаем, чтобы удобно было. Провязали 3 столбика. Дальше вяжем 3 столбика прибавка. Повторяем 4 раза. 1, 2, 3. Прибавка. И так еще 3 раза. 3 столбика прибавка. И заканчиваем ряд 3 столбиками. 1, 2, 3.
Получается, мы связали 9 ряд, и в 9 ряду у нас 26 столбиков. Делаем воздушную петлю, поворачиваем, вяжем 10 ряд, провязываем 3 столбика, 1, 2, 3, и теперь вяжем 4 столбика прибавка 4 раза. И заканчиваем ряд 3 столбиками. 1, 2 и 3. Делаем воздушную петлю, поворот. В ряду у нас получается 30 столбиков. А дальше вяжем 11 ряд, провязываем 3 столбика, 1, 2, 3. И теперь 5 столбиков прибавка, повторяем 4 раза. И заканчиваем ряд 3 столбиками. 1, 2, 3. Так получается, в 11 ряду у нас 34 столбика. Делаем воздушную петлю, поворот. И вяжем 12 и 13 ряд без изменений по 34 столбика в ряду. Так вяжем 2 ряда. Так, провязали 2 ряда. Вот такая деталь у нас получается. Такой вареник. И теперь нам нужно по вот этой стороне провязать 14 столбиков. Для такого расстояния 14 столбиков это мало, но нам это нужно для того, чтобы наша деталька чуть-чуть вот так стянулась. И примерно распределяем, да, вот серединка, здесь должно быть 7 столбиков, и здесь. Делаем воздушную петлю и провязываем 1 столбик, 2, 3, подтягиваем, чтобы стянуть хорошо. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14. Вот прям в этот столбик первый. И опять подзатянули так ниточку поплотнее. И вот такое ушко у нас получается. Ниточку закрепляем, обрезаем, оставляя конец для пришивания. Таким же образом вяжем еще одно ушко. Вот они у меня 2. Так, сейчас мы будем пришивать ушки. Подготавливаем булавочки, чтобы рядом были. Сначала прикрепим одно ушко. Вот наша мордаха. Как крепим уши. Высоко не надо, а то у нас получится зайчик какой-то. Низко тоже не очень. Надо выбрать золотую середину. Это вот где-то над глазом. На бочок положили. И примерно посерединке, сильно назад. Ну, хотя можно, да, можно более-менее назад отступить чуть-чуть.
Не прям посередине головы. Вот так. И стараемся прикрепить как-нибудь хотя бы на первое время. Вязаные детали, они не так держат хорошо булавки, когда вяжешь крючком. Ушко поправляем, оно может вот так быть. Так не надо, мы его заправляем полукругом таким. И тут крепим. И тут. И тут еще закрепим. Ну, мне кажется, надо немножко вперед переставить. Ну вот я так примерно прикрепила на булавочке. Расположение, наверное, ну вот 2,5 пальца от глазика вверх. И теперь пришиваем, примеряем. Я и это примеряла уже ушко. Только пока его никак непонятно, как крепить. Так, ушко пришиваем. Я сначала пришила с этой стороны. Вот так его. Потом я его вот так отвернула. И пришиваю с этой стороны. Видите, да? Так, чуть-чуть полукругом. Так же самое я фиксирую эти штучки. Ну, как их, морщинки эти. Прошила здесь, потом сюда, сюда и вот так. Чтобы они тоже пришились. И сильно вот так ровно не растягиваем. Пришиваем вот так. Чтобы у нас ушко такое было. Так, ушко одно пришито. И теперь я пытаюсь выровнять второе ушко под первое, чтобы более-менее было ровненько. Так же само крепим и пришиваем. Ну вот я ушки пришила. Вот так все получается. Вроде бы более-менее ровно. Не знаю. Нормально. Сойдет. Такой он чудной.